Всем привет! Сегодня будет шикарная, но очень простая в изготовлении самоделка из куска необрезной доски. Заодно покажу вам своего нового помощника, который я приобрел как раз для работы с разными досками. В общем, будет интересно. Всем приятного просмотра. Для начала распакую свой новый станок и немного расскажу о его характеристиках. Называется он JB 22139SC. Это настольно-рейсмусовый станок весом 35 кг. Имеет компактные размеры и просто необходим в домашней мастерской. Поставляется он в собранном виде, за исключением ручки подъема-опускания режущего блока и ручки фиксации режущего блока. Их нужно прикрутить на свои места. Стопор фиксации режущего блока в рабочем положении устраняет люфт, что исключает образование ступеньки и обеспечивает высочайший уровень точности и стабильности в своем классе. Приятно, что производитель положил в комплекте со станком 2 магнита для удобной замены режущих сегментов и 5 запасных сегментов. Теперь рассмотрим лицевую часть станка. С правой стороны расположена шкала подъема и опускания режущих ножей. Сбоку расположен ступенчатый упор-регулятор. Он не позволяет опуститься ножам ниже выбранного предела. С внутренней стороны он выглядит подобным образом. Станок этой комплектации оснащен сегментным валом с 28 ножами сверхгладкой обработки поверхности. На передней панели расположен индикатор уровня погружения ножей в заготовку. Он сделан шариковый. И при нажатии на него стрелка показывает глубину погружения. Если посмотреть вниз режущего вала, то можно увидеть так называемую когтевую защиту. Она предохраняет от обратного удара заготовки, если таковой произойдет. Кстати, на этом рейсмусе сделаны резиновые отбойники, которые предназначены для упора стола, чтобы он не гремел при транспортировке. Удачное решение, на мой взгляд. Немного выше находятся клавиши включения и отключения станка. Они пылезащищенные. Рядом с ними располагается термореле и разъем для быстрой смены щеток. Кабель питания довольно качественный, толщиной практически с мизинец, явно сделан с запасом по мощности. Внизу с каждой стороны располагается по 2 винта, предназначенные для регулировки уровня стола. Размер стола с расширителями 330 на 837 мм. Сам станок оснащен двигателем мощностью 2 кВт, выдающий частоту вращения режущего вала 9000 оборотов в минуту и скорость подачи заготовки 6,7 метров в минуту. Возвратными роликами, установленными сверху, и рабочим из литого алюминия с накладкой из стали. Огромный плюс в том, что станок оборудован встроенной системой пылеудаления с турбиной. Тут вы можете заметить, что канал для отведения стружки изготовлен из прозрачного пластика. Если вдруг он засорится, то это будет сразу видно. Также станок комплектуется большим мешком для сбора опилок. В верхней части у него вот такая манжета для фиксации на патрубке пылеудаления, а внизу большой замок для опустошения от опилок. Перед началом работы устанавливаем переходник на канал пылеудаления. Его диаметр составляет 60 мм. Крепим мешок к станку при помощи хомута. Сейчас вы можете заметить, какой он большой. Ну а теперь возвращаемся к моей доске, чтобы убрать остатки коры и зачистить боковые части. Я приложил металлический уголок поверхности доски, чтобы показать вам, насколько она имеет неровную поверхность. Но при помощи моего рейсмуса это можно легко исправить за считанные минуты. Чуть не забыл, этот станок оснащен плавным пуском, а это в разы продлевает срок его службы. Максимальная ширина заготовки, которую можно обработать на этом рейсмусе, 330 мм, максимальная толщина 152 мм, минимальная толщина 3,2 мм, а минимальная длина заготовки 203 мм. Станок с легкостью прошел первое испытание. Результат просто шикарный. Получилась идеально ровная поверхность доски. Я просто в восторге. Еще раз проверяю ее при помощи линейки. Результат получился идеальный. Давайте посмотрим, сколько опилок собралось в мешке за пару проходов. Приличное количество, на мой взгляд. Теперь я точно могу сказать, что не зря потратил деньги и приобрел этот замечательный рейсмус. Доволен на все 100%. Минусов я не нашел, только одни плюсы. Так что всем советую. Ну а теперь покрываем обработанную доску защитно-тонирующим составом. И даем высохнуть. Далее, с обратной стороны нужно прикрутить крепление для того, чтобы можно было ее вешать на стену.
Остается только расположить в правильной последовательности крючки и прикрутить их на саморезы. Вот и все, друзья. Самоделка готова. Вот такая вот оригинальная вешалка для одежды у меня получилась. На мой взгляд, она очень хорошо будет смотреться в бане или сауне. Также в прихожке любого деревянного дома. Ну а на сегодня все. Желаю всем удачи, добра и успехов. Берегите себя. Пока-пока.